Всем привет, с вами Дэн, и сегодня у меня большой обзор про хиты и эксклюзивы от Булова. Так что заваривайте чаек, кофеек, поговорим про несколько крайне интересных моделей. Ну и первое, с чего, наверное, нужно начать, и первое, про что обычно люди думают, когда говорят про часы Булова, это их линейка Precisionist, потому что это топовая модель сверхточных часов. Это сверхточный кварц от Булова с частотой колебаний 262 кГц, что превышает стандартный кварц в целых 8 раз, и поэтому у него кварцевая секунда очень-очень плавная. Ну и когда смотришь на эти часы, ты понимаешь, что здесь технологии, здесь классный корпус с интегрированным браслетом. Они тяжелые, они классные, они выглядят дорого, и это очень красивая, шикарная модель. Мне всегда нравились прецижионисты. Такой спорт, знаете, часы на каждый день, но именно под casual стиль и под достаточно серьезное запястье, если мы говорим конкретно про вот модель из сегодняшнего обзора. Здесь синие акценты на циферблате, высокий корпус, такой мощный, мужской, брутальный на среднее, либо на крупное запястье. Тогда они, конечно, заиграют, они тогда покажут себя во всей красе. Здесь 44,5 мм, высота 17,35, так что, ну вы поняли, о чем я говорю. Здесь запястье должно быть покрупнее моего, мое 18,5. В принципе, они садятся на 18. Мне кажется, получше это будет, когда у вас покрупнее рука. Здесь, конечно, шикарное качество отделки, а в этом модели секундомер на 12 часов с точностью показаний 0,01 секунды. Это просто потрясающе, это очень круто. Мне нравится объемный циферблат, мне нравится высокий корпус, мне нравится вот эта граненая, резкая, очень мужественная здесь стилизация. И, конечно, ну, потрясающая модель выглядит, что тут говорить. И при этом, знаете ли, несмотря на то, что это хронограф, несмотря на то, что здесь кнопки, 300 метров водозащиты, так что можно вполне себе покружаться с аквалангом. Очень тяжелая такая, прям приятная в руках модель. На полном браслете, я думаю, здесь будет 291 грамм. Это прилично, это прилично. То есть у вас должны быть подкачанные руки, чтобы с такой моделью ходить. Но это классно. Посмотрите, какой уровень отделки. Шелковый, мощный, красивый, граненый браслет. Очень круто сделано. По корпусу много граней, много красивого, много всего резкого. Но при этом, кстати, нигде ничего не режет. Ни по браслету, ни по корпусу. То есть все сделано крайне аккуратно. Циферблат перегружен, циферблат полускелетонирован, но при этом с считываемостью здесь проблем нет никаких, потому что контрастно, потому что ярко, и на стрелках есть много люма, так что вы всегда их разглядите. Но в любом случае адептам трехстрелочников здесь нужно будет какое-то время привыкнуть. Но эти часы больше про визуальное, про мощность. От спортивных прецижионистов мы идем к новинке Marine Star в морском стиле. Дайверская модель. И здесь как раз таки, вот как мы с вами говорили, для тех, кто любит, когда циферблат менее перегруженный. И здесь всего 3 стрелки, есть еще дата у окошки 3 часа. И тоже тот самый такой вот хорошо узнаваемый, скульптурный, резкий дизайн с большим количеством граней. В первую очередь по безелю. Посмотрите, да? И это классно. Безель, кстати, удобный. Им удобно пользоваться, потому что много граней, удобный хват. Очень густой, насыщенный синий цвет, глубокий, с объемным циферблатом, накладные метки, 262 кГц тоже, 43 мм по диаметру, высота здесь небольшая, 12 мм, водозащита 200 метров, сапфировое стекло и как раз таки тот самый кварц 262 кГц. И посмотрите, вот когда мы на него просто смотрим, стрелка секундная бежит плавно. Она плавнее даже некоторых механических часов с низкой частотой. И впечатление, конечно, потрясающее. То есть кажется, что это именно механика. А на самом деле это суперточный кварц. Ну это ли не прекрасно? На запястье просто бомбяу. Очень красиво. Очень сдержанно. И не похоже на другие дайверские часы. Потому что здесь свой граненый безель красивый. Здесь по-другому сделан циферблат. Ни на что не похоже. И посмотрите, какие красивые граненые защитные
наплывы на заводную головку, они многогранные. Это сделано очень круто. Браслет шикарный. Булова постаралась над этой моделью, мне нравится. Вообще Булова, конечно, в последние годы впечатляет, но у них в каждой линейке появились прям шикарные шедевральные модели. Есть система быстрой замены браслета, так что в принципе здесь можно поставить и какой-нибудь сторонний ремешок, если вы, например, захотите. Как мне кажется, вкусная, сочная такая летняя яркая модель, которую в принципе можно использовать и как часы на каждый день. Ну а теперь время перейти к классике. И, конечно же, Фрэнк Синатра — это одна из самых главных и значимых классических линеек у Булова. И здесь они сделаны, ну, конечно же, с максимальным вкусом, с максимальным кайфом и уважением к творчеству Фрэнка Синатры. Мне всегда нравилась упаковка в этой линейке. Она сделана, как мне кажется, прям потрясающе. Ну и самое главное, естественно, именно модели, потому что всегда они сделаны с любовью, всегда они разные, всегда они максимально классические. И это именно те модели, которые можно носить каждый день, а можно и коллекционировать. В данном случае у нас трехстрелочник, который выполнен на Miyota 8215 с запасом хода 42 часа. Корпус из стали с PVD покрытием цвета розового золота. Очень сдержанный с одной стороны, с другой стороны есть интересные нюансы. Ну, конечно же, оранжевая секундная стрелка, она просто классная. Она делает эти часы, как мне кажется. Накладные золотистые метки, добавляет игры света, плюс объемное такое купольное сапфировое стекло, которое красиво, так приятно, по-винтажному немножко искажает эти самые метки. Ну и что касается корпуса, то здесь он 40 мм, водозащита 30 метров, то есть руки можно будет помыть. И корпус такой в стилистике краба, да, когда у нас ушки как будто бы крепятся отдельно. Старая добрая фишка, еще в 40-х годах, в начале 50-х швейцарцы делали такие корпуса. И мне кажется, они очень классно подходят именно вот к такой стилистике моделей, которые сделаны под винтаж. А безусловно, наша модель Фрэнк Синатра сделана именно под винтаж. Мягкий, приятный, матовый, главное матовый серый ремешок, который хорошо сочетается и с оранжевым акцентом на секундной стрелке, и хорошо сочетается, конечно же, с этим красивым, тоже матовым, тоже серым циферблатом. Шикарно. Ну и классическая традиционная шляпа Фрэнка Синатры вместо отметки 12 часов. На моем запястье вполне по-классически эта модель. Знаете, мне кажется, она такая на ужин, такая вечерняя, такая вот под пиджак точно модель. Очень приятная, очень сдержанная, но не скучная. Не скучная, потому что есть интересные акценты. Нравится, кстати, маленькая заводная головка, плоская. Здесь тоже шляпа Фрэнка Синатра. В общем, как и все другие модели Фрэнка, они сделаны с любовью, они сделаны очень сдержанно, они сделаны в старой доброй стилистике винтажных часов, но при этом с современным качеством отделки. Здесь все классно и шикарно у Булова. А теперь возвращаемся в современность, и у нас Булова Марк Энтони коллекция, и это коллекция Curve. Легендарная культовая коллекция от Булова с изогнутым корпусом, изогнутым стеклом и, конечно же, изогнутым механизмом высокочастотным. Здесь тоже частота колебаний 262 кГц, потрясающий плавный ход, объемный. Здесь изогнутый циферблат, посмотрите, а? Красота. Сколько технологий Булова нам дарит, сколько визуализаций, сколько вот интересного и необычного по стилю, по тому, как они сделаны часы, насколько разные у них коллекции всегда. Это потрясающе. Мне кажется, что Булова в последние годы стала одним из таких визионеров и одной из тех компаний, которые делают действительно разные часы, не вот что-то однообразное, не только вот мы делаем только винтаж или мы делаем только большие часы. Нет, Булова делает все разное. И при том, что у них есть еще вот этот потрясающий калибр, высокочастотный, и они делают просто пушечные часы. Здесь синие золотистые тона, всегда беспроигрышные, калибр NR20, 44 мм по диаметру. Он с необычным креплением ремешка. Здесь только фирменные ремешки ставить. И фирменный синий ремешок очень мягкий, очень удобный, пухлый такой, плотный.
Сапфировое изогнутое стекло, кстати говоря, сапфировое изогнутое. Высота здесь всего 10 миллиметров. Они абсолютно тонкие. Ну и, конечно, очень удобная посадка на запястье, потому что эти часы изогнутые, они повторяют вашу руку. Это потрясающе, очень элегантно. Можно разные варианты смотреть от Curve. Этот вариант, как мне кажется, один из таких, которые призваны обращать на себя внимание. Лично я бы предпочел здесь что-то более сдержанное, но если вы хотите именно, чтобы люди заметили, что у вас на запястье, вот эта модель, это просто бомбяу, просто бомбяу. Очень круто. Качество исполнения на высоте. Корпус тонкий, корпус сложный, граненый, много граней, сложная обработка. Сатинирование, зеркальная полировка, пескоструй. Здесь супер круто. И посмотрите, все изогнутое. Это те часы, которые, когда у вас увидят на запястье, конечно же, если человек интересуется часами, а он удивится. И он, возможно, спросит, а что у нас на запястье? И вы расскажете, что это Curve с изогнутым кварцевым механизмом. По-моему, это просто вау, пушечные часы. Булава Макина — это хит 25 года в цвете Gunmetal, такой оружейной стали, бочка, скелетонированный циферблат. Это, конечно же, ну прям хитовая модель от Булава, много лет является бестселлером. Ну и, собственно, я думаю, что здесь сочетается много интересных факторов. Во-первых, стиль, да, эти часы реально сделаны классно. Во-вторых, интегрированный браслет, оттенок, качество исполнения, полускелетон. Крупные, современные, технологичные, маскулинные часы, ну, таких на рынке сейчас, именно в этой ценовой категории, ну, практически нет. И Булава, как мне кажется, круто угадала, когда выпустила вот такую модель. Это просто бомба. 46 миллиметров здесь диаметр, но при этом ушки крайне короткие, поэтому посадка шикарная будет. Миота, запас хода 42 часа, сапфир, антиблик, водозащита 50 метров. Шикарная модель. Casual стиль, такой ближе к спорту, но при этом очень элегантная. Нет, знаете, вот Gunmetal классный оттенок. Вот черный PVD, на мой взгляд, это обычно перебор, не всем моделям подходит. А вот такой вот Gunmetal, немножко затемнение, это шикарно. И поэтому, как мне кажется, это такой вечный хит от Булава. Им его только нужно развивать, дополнять, делать какие-то дополнительные модели. А так, в этой модели прекрасно, на мой взгляд, все. И тот факт, что они передвинули еще и заводную головку на отметку 2 часа, так это для удобства, потому что на запястье ничего здесь не мешается. Очень удобно, очень аккуратно. И сам по себе скелетон. Да, читаемость всегда ухудшается у скелетона, но здесь щедрое покрытие люминовое на стрелках, на часовой, на минутной, поэтому приноровиться можно. А стиля у этой модели хоть отбавляй. Еще они приятно весят на запястье. А вот эту модель мне вам хотелось очень показать в преддверии как раз-таки года Красной Лошади. Как мне кажется, это такая прям новогодняя версия. Красный, очень сдержанный оттенок. С золотистым, да? Красный, золотистый, прям праздничные, подарочные часы на Новый год. В классическом стиле. Здесь универсальный корпус. Ойстер браслет. 39 мм диаметр, высота 12 мм, сапфировое стекло. Внутри Миота. Шикарная модель, такая, знаете, на каждый день раскладывающаяся застежка-бабочка. Вот на моем запястье 18,5, удобная. Аккуратная такая универсальная посадка. Есть циклоп над датой, поэтому дата отлично считывается. Маленькая заводная головка. Тоже золотистая. Под стать стрелкам и меткам. Классная такая, знаете, универсальная модель от Булава. Я, честно говоря, раньше ее не встречал. А вот выпустили они ее не зря. Она прям подходит к Новому году. И мне нравится оттенок. Он, знаете, такой густой. Он что-то вот как бы от шоколадного в красный. Поэтому они всегда меняет свой цвет в зависимости от того, какое освещение. Очень приятная универсальная моделька. И еще одна новинка в прямоугольном корпусе. Знаете, часто спрашивают, а есть что-то сейчас на рынке интересного в прямоугольном корпусе? Да, сейчас не так много моделей, и они достаточно редкие.
Но они бывают. И вот у Булова как раз есть интересные варианты. Это линейка Saturn, есть разные версии. Вот эта версия с открытым балансом, Open Heart так называемый. Здесь Miyota 82S0. 33 на 49 миллиметров, высота 12 миллиметров, минеральное стекло, 30 метров водозащиты и такое вот изогнутое стекло, и верхняя часть корпуса изогнутая. Интересная art-деко модель с открытым балансом. Если вам нравится такой стиль, то почему нет? Как мне кажется, хорошая новиночка в сегменте, в котором, немножечко не хватает сейчас интересных моделей. Эта модель от Булова вполне себе приятная. Здесь полностью зеркальная полировка. Здесь интересные такой, ушки немножко сужаются в сторону ремешка. Ремешок под крокодила. Ремешок достаточно пухлый. Неплохой ремешок. И хорошо сочетается с циферблатом матовый, с гильоше, с накладными здесь метками в виде арабских цифр. Шикарная модель от Булова, которую можно использовать, в принципе, и на каждый день. Она достаточно строгая. Это нужно, конечно же, обязательно учитывать. И завершить эту подборку хочется, конечно же, опять часами Фрэнк Синатра, винтаж и, наверное, вот уже с приближением Нового года курантов как раз-таки та самая модель, которая, может быть, лучше всего подходит к этому событию. Булова любит и умеет делать такие лимитки. Они у них получаются максимально душевными, максимально приятными. А вот эта версия Flight to the Moon, как мне кажется, сочетает и винтаж, и современную элегантность, современное качество. Здесь аккуратный корпус, 39 мм, черепашка, минеральное стекло купольное, 30 метров водозащиты. Золотистые стрелки, арабские метки, подпись Фрэнка Синатра, мягкий, очень легкий, изящный ремешок. Кстати, корпус полностью с зеркальной полировкой, то есть это часы такие прям яркие, блестящие, на контрасте с циферблатом, потому что циферблат здесь более сдержанный. Механизм Miyota, мое запястье 18,5, слушайте, шикарная винтажная моделька, очень приятная. Такая со вкусом, с толком, с расстановкой. Классно сделано. Застежка раскладывается. Здесь, как мне кажется, Булова в очередной раз постаралась и выдала очень интересную модель на стыке винтажа и современности. Как для фанатов Синатры, так и для фанатов часов 50-х и 60-х годов. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Надеюсь, эта подборка понравилась. Напишите обязательно, какие часы были самыми интересными в этой выборке, какие Буловы у вас есть в коллекции. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.